Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю простой и вкусный салат с огурцами по-корейски. Огурцы сочные, хрустящие, в меру острые. Но, конечно, остроту можно корректировать по своему вкусу. Такой салат можно подать к ужину или к обеду, к любому блюду. Это очень вкусно. И также он идеально подойдет к шашлыкам. Приготовьте его на пикник. Уверена, такой салат разлетится моментально. Для рецепта мне понадобится в первую очередь порежу огурцы. Разрезаю их пополам. Теперь, если в огурцах здесь такие уже довольно крупные семена, их можно немного вырезать. Здесь ничего такого вкусного особого нет, а сами эти семена уже невкусные. Вот эта вот мякоть, она даст много лишней влаги, поэтому я ее удаляю. Делаю такую небольшую лодочку. Если у вас огурчики такие молоденькие, конечно, это можно и не делать. Я вырезаю только вот эти вот крупные семена, совсем чуть-чуть. Ну и, конечно, если у вас огурцы с такой толстой кожицей, которая горчит, к тому же ее тоже можно срезать и удалить. Подготовленные таким образом огурцы разрезают на тонкие такие пластинки, наискосок. Эти попки, хвостики я также не использую. Огурцы перекладываю в миску, добавляю соль, перемешиваю. Я добавляю 1,5 чайной ложки, так как огурцов у меня здесь довольно много. И оставляю постоять примерно минут на 10-15, чтобы огурцы пустили сок. Тонкой соломкой режу имбирь. Довольно мелко режу чеснок. И также я буду использовать примерно половину перца чили. Конечно, перец чили добавляйте по своему вкусу. Это азиатская кухня, и она должна быть острой. Но если вы не можете есть острое, конечно, уменьшайте количество перца. Зеленый лук порежу длинными полосками. Вот эту белую часть я еще разрезаю. Готовлю маринад. Поставила разогреваться сковородку, наливаю небольшое количество растительного масла и также добавляю 1 столовую ложку кунжутного масла. Если у вас нет кунжутного масла, просто пропускайте этот ингредиент. И теперь отправляю обжариваться примерно половину имбиря, половину чеснока и половину перца чили. Оставшиеся перец, чеснок и имбирь буду добавлять в сыром виде в салат. Обжариваю в течение буквально минуты полторы, не дольше, просто чтобы чеснок, имбирь и чили дали свой аромат. Теперь вливаю в сковородку воду, добавляю 3 столовые ложки соевого соуса, столовую ложку яблочного уксуса 5%, добавляю полную чайную ложку сахара, всыпаю паприку 1 чайную ложку, и здесь у меня буквально четверть чайной ложки перца чили. Конечно, чили добавляйте по вкусу, по желанию, чтобы для вас не получилось слишком остро. Перемешиваю. Также добавляю немного черного перца, и я буду добавлять семена кориандра. Я их немного разотру в ступке, чтобы они отдали весь свой аромат. Добавляю в сковородку. И теперь немного мне надо все выпарить, чтобы маринад стал более таким густым и тягучим. Огонь даже можно сделать чуть больше, чтобы процесс происходил быстрее. Я попробовала маринад, мне не хватает немного сахара, поэтому я добавляю еще пол чайной ложки. Когда маринад вот так уже достаточно загустел, лишняя влага выпарилась, плиту выключаю и сковородку снимаю с плиты. Огурцы постояли, пустили сок, сливаю эту жидкость через сито. Возвращаю их обратно в миску. Они остаются такими же хрустящими, как и были раньше, только убрали лишнюю влагу. И потом салат не будет слишком водянистым. Вливаю в огурцы еще теплый маринад. Перемешиваю. И теперь добавляю оставшийся свежий имбирь, чеснок, перец чили. И также добавляю порезанный зеленый лук. Хорошо все перемешиваю. Обязательно пробую на вкус. У меня все получилось идеально. Ничего добавлять не буду. И теперь надо дать салату время немного промариноваться.
Отправляю его в холодильник примерно на 30 минут. Но, кстати, если этот салат постоит у вас даже чуть дольше, он будет еще вкуснее. И также по желанию в салат можно добавить еще немного кинзы. Она сюда как нельзя лучше подходит. Совсем небольшой пучок. Еще раз перемешиваю и отправляю в холодильник. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита! Если вам понравилось видео, ставьте лайки, делитесь им с друзьями, подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook и не забудьте включить колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.